Жил человек, не очень счастливый, большой человек, умный, сильный. Был сперва он молодым, в молодости у него были неудачи. Потом пошли удачи, победы. Начал он уставать, но уставал по-своему. Когда он устал, то он позвал другого человека и сказал: вот победа есть, а наука еще не построена, империя есть. А какая она, где ее границы, мы вот не знаем. Есть материк Азия, а примыкает ли она к Америке, мы не знаем. Вот пойди и проверь. А другой человек был, уже тоже не молодой, ну и не старый по-нашему, обыкновенный человек. Он сказал: хорошо, сделаю. Собрали они молодых матросов, штрафников и пошли. Пошли через самую большую в мире страну, без дорог. Везли с собой веревки, якоря, паруса. Пришли к неведомому морю, которого местные люди называли Лама, что значило просто на их языке море. Они посетили берег Америки, они проложили нашу северную границу, они оставили память о себе в названии нашей великой страны. Я, Дмитрий Овцин, обещаюсь всемогущим Богом верно служить Его Величеству Петру Великому, императору и самодержцу всероссийскому, и должен везде и во всяких случаях интерес Его Величества и государства престерегать и охранять, и извещать, что противное услышу, и все вредное отвращать, и все прочее, что к пользе Его Величества и Его государства чинить по доброй христианской совести, без обману и лукавства, как доброму, честному и верному человеку надлежит, как должен ответ дать в день судный, в чем да поможет мне Господь Бог всемогущий. Митя. Здравствуй, князь Иван. Смертоносная сила возымела болезнь государя. Сам сказывал, что из него где познать можно, коль бедное животное есть человек смертный. Я по казенному делу очень спешу. Опаздывать нельзя, Митя. Император изволит требовать господ комиссию к себе. Федор Матвеевич, дурное здоровье заставляет вот дома сидеть и передавать другим важные дела, которые сейчас для меня трудны. Вспомнил я на этих днях то, что забывать приходилось за множеством дел. Абрам Петрович, карты подай. Ты Беринг. В Индии был. Корабельную службу знаешь.
Надо положить достоверный путь к нашим землям, Китаю, в Индию. И путь тот пойдет через наше ледовитое море. Дело большое, но если повеление ваше таково будет, то надо сперва положить на карту берег по ледовитому морю. Ты, Беринг, это сделаешь. Вашей волею, государь. А ты сделай своим умом. Попробуй. Ты, Беринг, человек усердный. Я волю с тебя не снимаю. Кто карту чертил? Мичман Овцин. Он здесь, государь. Затейно. Умело даже. Хотя, Мичман, напрасно ты столько китов нарисовал. Кит не карта, он уплывает. Так вот, Мичман Овцин, пойдешь ты к ледовитому морю карту снимать и проверять, как там киты твои плавают. Пойду, мой государь. На боте пойду. Бойкий ты. Кто твой учитель? В последнее время лейтенант Чириков. Ты уж учеников имеешь. Бьешь ты их часто? Как по закону положено, 2 раза в неделю. Но Дмитрий Овцин, государь, науки крепко помнит. А с плетьми крепче науку помнить будет. Крепче, Мичман. Крепче, мой государь. Абрам Петрович, Мичману подари мою готовальню. Тебе, Чириков, поручаю до отъезда отобрать в морской академии дюжину молодцов, таких как Овцин, чтобы шли к ледовитому морю. А ты, Беринг, когда вернешься, расскажешь, что там видел. Дожить бы мне. Государь, дни ваши будут долгие. Но вы утомлены сейчас великими заботами и огорчениями. Заберите карты и идите. Трудно мне. Вот лежишь. А где край своей земли, не знаешь. Катя! Катя! Трудно мне. Вижу край жизни своей. С каждой почты стану писать. Раз в 4 в год письма получать будешь. Теперь я уже знаю, мы никогда больше не вернемся, Хорсонс. Хорошо. Я еще раз буду тебя ждать, Вита. Зачем ты напросился в эту ссылку? Я буду сердцем своим здесь, возле тебя. Ну вот, Митя, я и уезжаю. Ты не торопись. По ассамблеям не рыскай, учись. Ну? Будешь на Ледовитом океане, он тебя доучит. С Богом. Трогай!
Петер. Прости меня, Петер. Тебя. Меня. Тебя. Алексашка, сохрани голову. Прости мошенника. Бумагу. Я ему напишу прощение. Отдайте все. Все. Император умер. Люди! Сюда! Император умер! Что есть? Что видим? Кого мы лишились? Что делаем мы, россияне? Петра Великого погребаем. Какову Россию он свою сделал, такова она и будет. Сделал для добрых любимую, любимой будет. Для врагов страшную, страшную она будет. Сделал он ее на весь мир славную, славную она будет и быть не перестанет. Неслыханная в тебе от века Россия, дело совершено. Строение, плаванье корабельное, новый в свете флот. Удивлена вся вселенная, и открыты тебе навсегда все пути во все концы земли. И простерта тебе сила и слава до океана. Ушел великий человек. Казалось, что все остановилось, все рухнет. Вот идут люди, посланные Петром Великим определить края России. Впереди Тверь, Казань, Урал, Сибирь. Намечены в тайге деревья, которые пойдут на верстовые столбы и корабельные мачты. Люди придут к неведомому морю, огненным горам, и с их приходом те берега начнут отсчет своего времени.
Лейтенант Обцин, срочный пакет из Санкт-Петербурга. Милостивые государи мои, ее императорское величество, государыня императрица Екатерина Алексеевна 6 мая в позе почила. На престол всероссийский под крики «Виват» и ликование народа вступил внук Петра Великого Петр Алексеевич. Виват! Виват! Менялись цари и царицы, менялись планы, менялись решения. В Санкт-Петербурге предавали престол, суетились, и не было места и времени для экспедиции, посланной Петром Великим. Корабли плыли. Они прошли пролив, который теперь называют Беринговым. И командор Беринг увидел там льды, которые шли ему навстречу. Их гнали течение и ветер из другого моря. Беринг ужаснулся льдов и сказал, надо вернуться. И они поплыли назад, а землица американская была в 40 верстах пути, скрытая туманом. Они проплыли мимо огненных гор Камчатки и вышли на промерзший берег Охотского моря. Поднимите носилки, поставьте во голове. Капитан-лейтенант Чириков поведет команду на благодарственный молебен. Они вернулись, идут молиться Богу. Так делали люди Колумба и Магеллана. Это древний морской обычай. Впереди Сибирь, Урал, Казань, Тверь, Санкт-Петербург. Они пришли с великой удачей, но это им запишут как неудачу и скажут, идите и переделайте заново все. И придется им повторить подвиг. На это уйдет 20 лет жизни. На ост надо идти, командор. Я знаю. Точно знаю. Америка. Алексей Ильич. Америка, а? О, Господи, все льды видятся. Благоденственное мирное житие, здравие, жизнь, спасение, во всем благое поспешение, и изобилие плодов земных подашь, Господи, благочестивейшему государю, императору Петру Алексеевичу. Скажи. Анна на престоле. Анна Ивановна. Хорошо скажу. Анна Иоанновна на престоле. Понял? Анна. Подашь, Господи, благочестивейшей государыне императрице Анне Иоанновне многое лето. Ку-ку. Князь Иван Александрович, как же ты сюда попал? Прыгал и допрыгался. Офицером был, инженером был, в Сибирь сослан был. А теперь при матушке-царице состою в главных придворных императорских шутах. Я про вас прослышан. Ну как же вы так? При таком чине и звании здесь шута. В этом ничего обидного нет. Князь Волконский шут, Апраксин шут и есть вакансии.
это что? Киты. Правильно, киты. Это ворвань. Ворвань нам нужна. Для фонарей. Продавать можно. Юфт сделаем. А вот зачем мне так много воды? Такие большие океаны. Для торговли и славы, всемилостливейшая государыня. Без воды нет торговли. А у тебя какое прошение? Мы изношены на парусину. И много надобно? 5000 аршин. Угу. Герцог, у нас есть парусина? Есть. Тогда ему. Продано. В Англию, Холландию, Швецию и во Францию. Теперь все воюют. Всем нужны паруса. Дурачье. Воевали бы на галерах. Там весла деревянные, на веслах каторжники. Одна прибыль. Послушай, чье это имя у тебя на карте написано? Дмитрий Овцин. Это который Рюрикович? Да. Ага. А ты его у Долгоруких видел? Да. Смелый человек. Такому лучше не жить. Беринг. Иван Иванович, где он у тебя? На Ледовитом океане, на Обском берегу. А подальше его отослать нельзя? Дальше там одни льды. Белые. Запомни, Чириков, чтоб этот Овцин у тебя не служил. Слушаюсь, Ваше Величество. Ну, господа капитаны, идите. Герцог бумажку мне напишет, а я подпишу. Государыня, бумага есть. Нам парусина завтра надобна. Я ее продала. Я жалование шкурками плачу. А за парусину мне золото. Ты, моряк, коммерции не знаешь. Плавай. Русские люди храбрые. Ну-ка, сыграй-ка что-нибудь господам капитанам. Слушаюсь, Ваше Величество. Можете жаловаться. Недаром вспомнила императрица Овцина. Думает Митя, стоит ли ехать в Березов. Катя, княжна, которую любил я детской любовью, Катя, бывшая невеста императора Петра II, теперь арестантка. Катя в Березове, в том Березове, где умер и заморожен в земле, как мамонт, князь Меньшиков. А как мимо проехать? Трус я или не трус? Офицер я или нет? Заехал. Тюрьма. Ждала, не думала, что тебя встречу. Я все время думал о тебе. Возьми на счастье, Митя. Ты теперь всегда будешь со мной.
Да и кто-то, никто про мою кручинушку, никто про нее не знает. Ой, вот не знает. Здравствуйте, батюшка. Здравствуй, майор Петров. И ты, Оська, здравствуй. Я тебе не Оська, а чиновник 13 класса. Человек не шельмованный и не поднадзорный. Осип Михайлович Тишин, приказной секретарь. Лейтенант Овцин. Майор Петров, городничий. Ну, какие новости у вас? Ну, а новости у нас мореходные. Производили триангуляцию. Пытались пройти к Конянскому проливу. А вот батюшка говорит, что никакого пролива между Азией и Америкой быть не может. И это видно по Писанию. Значит, нет его, потому что быть ему не должно. А почему это его нет? Когда Витус Беринг сам его видел. А ведь он был послан императором недаром. Видал, да не досмотрел. Такой пролив быть не может. Потому не может быть никогда. Слушай, батю, он хоть и ссыльный, но в Киеве учился. И не только одну арифметику Магнитского читал. А потому не может быть, что люди произошли от Адама. А в Америке люди есть. И прийти они могли туда только по-сухому, а не через пролив какой-нибудь, через который Беринг не прошел. Там гряда. И обойти ее невозможно. Говорить про Анианский пролив, богохуление и подрыв веры. Император это хотел миру доказать. Вас, дураков, посылал. Ну, этого мы говорить не можем. Будет разъяснение из Сената и Синода, тогда поговорим. Молодые люди, простите, у меня завтра служба, я и то засиделся. Не обижайся, батя. У нас ведь такой разговор. Домашний. Вот я домой и пойду. Я тоже пойду. Как-никак, корабль пришел, и бумагу писать надо. Что с тобой? Это ничего. Мне вот только живот перехватило. За повитухой послана? Я пошла. Вот вы, господин лейтенант, мне руки не подали. А я приказной секретарь и по табелю рангов с лейтенантом вровень. Признаю. Я, конечно, понимаю, что Овцины хоть и не князья, но из Рюриковичей, а я приказной. Но по уставу вы все-таки должны были мне руку подать, потому что я благородный. Овцин по морю плавает. А вы, господин Тишин, к княжне Екатерине с непристойностями пристаете. А я, может быть, ей руку и сердце предлагал. Да ты сообрази, кто ты и кто она. Она арестантка, хоть и получает рубль в день на пропитание. А я 13 класса. Вот еще бунтовское племя родится. Смириться надо. Стала бы государева невеста Тишинской женой, и поняли бы все, что смирились долгорукие. А то тут гордость да проливы, а все это плевка не стоит. Слушай, Тишин, у долгоруких родни много. Ты здесь
Над женщиной не издевайся, князя не запугивай. Она арестантка. Я за ней надзираю. Ты шельма. Это ты, шельма и бунтовщик против Бога и государыни. Ты зачем в изменный дом приехал? Все здесь долгорукие. И ты. Изменные речи! Слово и дело государева! Слово и дело, слово и дело, слово и дело! По именной я императорской руки Анны Иоанновны указу, имеющихся в ссылке в граде Березове девку Катерину, дочь Долгорукова, постричь в монахини по обыкновению, князя Ивана Алексеева, сына Долгорукова, а также лейтенанта Овцина отправить в Тобольский приказ и содержать под наикрепчайшим караулом. Подай. Лошади в разгоне, господин Чириков. И людей у меня нет. А вот бумага составлена не по правилам. Имени царицы нет. В подписи не изображено. Значит, дело ваше не чрезвычайное? Бумага от правительствующего сената, и лошадей вы нам дадите. А людей штрафованных, пригодных к морской службе. А также дадите и штрафованных. Овцина Дмитрия. А за хлопоты мы будем благодарны особо. Особым и весьма строгим указом, господин Тишин, под барабан оглашенным запрещено, как преступное дело, деньги с изображением августейшей персоны на пол метать, дабы он и не были попраны на той земле дерзкими ногами. Подними с полу священный лик государыни императрицы. Как лежал сей целковый? Ликом вверх. Ты, Тишин, хотел его нарочито ногами топтать? Зови караул. Здесь изменное слово и дело. Осип Михайлович сознался во всем. Шельма! Вон! Поди вон. Тише, 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 тише. Так, господин офицер, разве я грубиян какой? Я ведь так обмахнулся. И разве я ваше дело не выполню? А кто Митьку тебе выдаст, кроме меня? Выдашь лошадей, чтоб кормленные были. Ну и людей, и штрафованных. Митька Овцин плут и шельма. Он на дыбе дерзил. Сей обученный человек мне для государственного дела нужен. А штрафованные люди к посылке в далекие экспедиции предназначены. Полушубок у вас хороший. Ну что ж, меняем Соболей на Овцина. Слышал я, их высокородие командор Беринг хлопочут за Овцина. Не равен час освободят. И вы останетесь с чужим гербовым кольцом. Как это с чужим? Да уж так. Колечко-то вам придется мне пожаловать. За Соболей. Алексей Ильич, а как тебе удалось меня вызволить-то? А по-ихнему же. Словом и делом пристращал. Ну и выкупил. О, да я ж тебя обручу с бедой-то твоей.
Как же беда произошла, Дмитрий Леонтьевич? Да арестовали нас по Тишинскому навету. Майор Петров, воевода, ну и меня, конечно. Князя Ивана к стене цепями приковали, пытали. А он такой под пытками говорил, что и не спрашивай. Жена у него родила несчастливо. Майор Петрову голову отрубили. А ты как? По 3 пытками устоял, под огнем отперся. Вот о князе Иване ничего не знаю. Четвертован. Тело на колесо положено. А Екатерина Алексеевна как? В монастыре. В Воскресенском под Новгородом. Ты спи, Митя, спи. Много еще маяты впереди. Опять идут люди, посланные волею Петра. Разбужен весь полярный край от Архангельска до Колымы. 12 лейтенантов флота идут сейчас по рекам, зрящим на север. И Дмитрий Овцин, лейтенант Петровского флота, а ныне матрос, был среди них. Здесь строят порт. Имя он обретет, когда будут спущены на воду корабли Беринга и Чирикова, Святой Петр и Святой Павел. Петропавловск. Это Стеллер. Портрета его нет. Он называл себя авантюристом, а был он героем. Он приехал в Россию 25-летним юношей. Учили его русскому языку ямщики и матросы-колодники. Он написал справедливую книгу о походе Беринга. Он писал правду про новую родину и говорил о ней правду. Его то арестовывали, то освобождали. Он умер 37 лет, обвиненный в том, что он заступался за камчедалов. Ну, что там? Я говорю с господином Берингом. Да. Ну? Георг Стеллер, адъюнкт натуральной истории, Да. ботаник. Послан в вашу экспедицию почему-то лекарем. Что ж, нам судовой врач нужен. Ну да, но я не врач, я ботаник. Все равно, приказ правильный, и вы поедете у меня за лекаря со всем уважением. Да, но если вы дойдете до самой Америки Да. и пересечете Америку, и вы останетесь без ученого, то вы будете как иголка без нитки. Вы проколете ткань, но вы не сошьете ткань. Вы ничего не увидите. Однако, вы не очень вежливы с начальством. Господин командор, может быть, мне пойти и посоветовать, какой нужно искать лес для того, чтобы сделать хороший деготь? Я полагаю, что это сейчас нужнее, чем вежливость. Нагрубил? Что? Нагрубил, ваше высокородие, хулу извергал. А ты кто такой? Сам я, Стародубцев. Это я тебе. Отряд 20 вазов. И вот этого вот лютеранина доставил. Лютеранина? Кто? Немец, швед, голландец? Кто же его знает? Иноземец. Его из Якутска никто не хотел сюда везти. Осерчали там на него. Но мне Бог судил дорогу и плен. Вот я там и оказался. Я в дороге водку обучил пить. Ну? Крыс для него ловил. Горностая поймал. Он у него в рукавице живет. Вот привязался ко мне иноземец. Отец, говорит я ему, и оду про меня сочинил. Ох! Ну, отец я его, ладно. И стихи можно. Только вот что. Если бы не я, Беринг, не было бы у тебя 20 вазов. И вот еще пакет тебе из Тобольска привез. Курьер по дороге умер. Милостливый ко мне отец и государь Витас Иванович. Ты на край земли идешь, командор. Возьми меня к себе на службу. Потому как возвращаться мне обратно не резон. Ну что ты? Спрос мне хотят учинить. По делам веры. Иди к писарю Сава. Скажи, что я велел.
Хорошо бы тебе пойти на флагманском корабле, Митя. А почему не с тобой? Командор лучше сможет защитить тебя. И блажит, и славит пречистое Рождество Твое, Мария, Бога небесная. Митя, господин командор не возражает, чтоб ты был с нами. С Богом. Идем. Вот перед вами карта Делиля. Карта секретная, и только сейчас вы имеете возможность ознакомиться с ней. Участником нашей экспедиции является брат знаменитого Делиля, профессор астрономии Людвиг де Лакруер. Ему слово. Все разумеют, что нужно держать сперва курс на землю, который некогда узрел Жуан де Гама. Полагаю, по рассуждению с моим братом, там много сокровищ. Курс Зюд-Ост, тень-Ост до 47 градуса северной широты. Там не только нет сокровищ земли-то совсем нет. Знаю, знаю. Витус Иванович, помните, мы говорили с Овциным? Нет, зачем же глаз на глаз? Полезно всем ознакомиться с его мнением. Господа офицеры, прошу вас выслушать мнение Дмитрия Овцина. Человек он для нас новый. Ныне он матрос, но некогда занимался картографией для цели Петра Великого. Надеюсь, господа, что вы будете способствовать, дабы матрос Овцин был возвращен в ряды офицеров российского флота. Говори, Дмитрий. Митя, помни. Господа, о первоначальном курсе следовало бы подумать. Земля – это плод фантазии. Так же, как сомнительный мореплаватель, якобы ее открывший. Вы бы не могли дать разъяснение, профессор, почему вы все-таки обозначили эту землю на карте? Земля не нуждается в подтверждениях, она существует. Есть и свидетельства. Какие? Простите, что вы хотите сказать? Мне думается, чтобы выполнить инструкцию Сената, нам разумнее пойти сейчас к Америке, а эту землю проверить на обратном пути. Простому матросу здесь позволяет оспаривать мнение знаменитого Делиля и инструкции Сената? Простите меня, господа. Так научные споры не ведутся, профессор. Простите. А кто вас сюда приглашал, господин Стеллер? Я не моряк, но как человек науки вы могли бы меня пригласить. Я ухожу. Но запомните, профессор, в ботанике мы никогда не делаем описи растений, которых в глаза не видели. А вы работали по заданию Петра Великого. Это высшая рекомендация. Знаете, мне хотелось бы вас угостить. Вы где учились? В морской академии. А вы?
Я авантюрист. В Россию искать счастье приехал недавно. А русскому языку учился у Феофана Прокоповича. Был у него врачом. Это тоже неплохая рекомендация. Ну что ж, будем друзьями. Где это вас? Так. В конце мая 1741 года все нужные приготовления для американского путешествия были закончены, и оба судна, Святой Петр и Святой Павел, могли выйти из гавани, чтобы на рейде Авачинской бухты выждать попутного ветра. Я ехал на Святом Петре. Капитаном его был Беринг. 76 человек команды, матросов, солдат и переводчиков. Другое судно Святой Павел имело также, соответственно, экипаж и находилось под командой капитана Чирикова. Пошел шпиль! Дети! 5 сажен! Якорь чист! Боцман, крепить якорь кораблю! Марсовые по местам! Шурборд помалу. Поддерживай. 6 июня, около 9 часов утра, мы наконец начали свое путешествие при благоприятном ветре и хорошей погоде. Вышли из Авачинской бухты в открытое море. И 11 июня были уже на расстоянии 150 голландских миль от Авачи. Передай капитану Чирикову идти вперед нас. Слушаюсь, господин командор. Отдать сигнал. Дмитрий, я только что распечатал пакет. Там предписано содержать тебя строго по правилам. Откуда пакет? Из Тобольска. На корабль я вынужден принять человека, который должен смотреть за тем, чтобы все чинилось по регламенту. Он же будет исполнять должность профоса. Надо было отплыть нам раньше. Меня закуют в железо? Нет. Тебе велено использовать только на самых трудных матросских работах. А я хотел сделать тебя своим адъютантом. Ну иди вниз. Дайте пушку. Пушка! Пли! Еще вчера я проверил счисление. Уже со вчерашнего дня мы идем по земле Дегамы. Земли нет. Что делать, командор? Продолжайте идти тем же курсом. — 12 июня, несмотря на все мои доводы сохранять курс, капитан повернул на север. При этом приключилась беда. Вследствие туманной и пасмурной погоды мы потеряли из виду святого Павла и потом не могли найти его во все дальнейшее путешествие.
черт! Виби парус! Господин командор! Господин командор! Несчастье! Что? Матрос Козырев упал в море. Матрос Турчининов покинул самовольную вахту. Овцин избило парусом. Матрос Турчининов оставил его одного на рее. Что? Овцин мертв? Слава богу, жив. Где дезертир? В куврике. Эй, государственный преступник! Вот вам крест! Какими словами пишут тебе дезертир? Если, не дай бог, это злой навет на Беринга, то знай, ты не избежишь моего суда. Ну! Я повинен совершить суд над тобой, потому что я видел таких, как ты. Позвать профоса. Отнесите его в офицерскую каюту. Ты будешь закованным в железа до возвращения. Далее я должен отправить тебе в Санкт-Петербург. Зачем ты здесь? Иди в каюту. Господин командор, течением с востока принесло к нашему борту вестников с американского континента. Осень настанет скорее, чем мы достигнем Америки. И еще я скорблю о том, что мы остались одни. Земля! Земля! Эй, вставай! Земля! Братцы! Земля! Нет ни Сибири, ни Камчатки. Может, эта гора открывается мореплавателю? Вернее, это Америка. Виват командору Берингу! Полдень! Плей! 15:20. 15:22. Возьми пелинг. Тридцать 92. Капитан-командор, я слышал, что вы запретили кому бы то ни было ступать на берег. Опасаюсь, что вы задержите нас. Погода нам еще благоприятствует. Меня устраивает любая погода. Дождь, буря, гром. Даже смерть меня устраивает. Я должен побывать на этой земле. Слышите меня, капитан? И пробыть там столько, сколько это понадобится мне. Я на вас
Буду публично высокоправительствующему Сенату протестовать. Вы же предатель интересов страны, которой вы служите. У вас грубая душа ланскнехта! Положите шпагу. Но в ваших словах много правды. И вы ступите на берег, адъюнкт. Много не задерживайтесь. Я что-то плохо вижу вас, Стеллер. Командор, вы больны. Это цинга. Действуйте и запомните, я не священник, отпускающий грехи себе и вам. И заберите свою шпагу. Я в сопровождении всего лишь одного казака очутился на острове и немедля направил свои шаги вглубь страны. Пройдя с версту, я наткнулся на следы человека. Пройдя верст 6, я очутился перед скалой. Идти дальше было невозможно. Время, затраченное здесь на исследование, обратно пропорционально времени, затраченному на приготовление. 10 лет продолжались сборы, и только 10 часов пошли на дело. Пронеслась буря со снегом. Мы плыли с Божьей помощью, куда нас гнало разгневанное небо. Половина нашей команды лежала распростертую. Молились горячо и много, но проклятия, накопившиеся за 10 лет пребывания в Сибири, лишали возможности быть услышанными. Между тем, наши больные умирали от цинги так быстро и в таком большом количестве, что едва хватало сил управлять судном или менять паруса. Я не преувеличиваю опасностей. Самое красноречивое перо не в состоянии описать нашего бедственного положения. Во блаженном успении вечный покой подажи, Господи, узким рабом Твоим новопредставленным, и сотвори им вечную память.
Это я, ваше высокородие. Я вам огня и поесть принес. Где мы? Черт знает, где мы. Что это поет? Будто судный день настал. Умерли барабанщик Осип Ченцов, морской гренадер Иван Давыдов и отец Иларион. За священником корабельный секретарь. Что на вахте было, доложи. Матросы! Земля! Камчатка! Братцы, Камчатка! Земля! Туда нельзя! Это безумство! Льготным нельзя! Самый воздух — это смерть! На воздух нельзя, больным, вы же умрете! Обратно! Поздравляю вас, Дмитрий. Видит Бог, мучения наши кончились. Ваше высокородие. Простите. Простите, господин командор. Но новость! Новость, господа! Ваше высокородие. 55-56 градусов северной широты. То есть значительно северные Авачинской бухты. Так понимаете, господин Аустин? Именно так, командор. Правда, я счастливее не делал, их сделал Гардемарин по моей просьбе. Когда ты делал? В полдень. Я долго ждал солнца, оно показалось, но тут же вскоре скрылось. Я очень торопился, господин командор. Можно верить точности счисления. Мне нужно было торопиться. Но господин Овцин научил меня быстро делать счастливым. Ваше мнение, Овцин? Господа, это не материк, это остров. Правда, возможно, очень большой, но это остров. А почему нам нужно двигаться на юг, обойти этот остров и дальше двигаться на вест Камчатки? Я уверен, что земля где-то рядом. Через 3 дня вся команда погибнет. Ему мало, что многие умерли. Веришь счислением юнца Гардемарина? А соблюдали бы устав императора Петра Великого, как этот Гардемарин. А то в вашу вахту, Сафрон, я почти всегда вижу запись, что определиться не можем, ибо не видно солнца. И эту запись я видел даже тогда, когда было солнце. Откройте дверь, отдайте якоры. Помогите мне, господа, чтобы я могу увидеть землю. Ты хорошо сделал, что ремни на берег снес. С голодухи будет чем питаться. Давай, давай. Нет, полезное дело, не людей истязать.
Господи, ты посмотри, как размордел-то. Ну, колодник, говори, зачем на честного человека навет сделал? Ну, а то я тебя тут навечно оставлю. Ты что, Сава, тайная канцелярия? Как вы думаете, господин адъюнкт, это Камчатка? Судя по всему, здесь много морского зверя, так что проблема пищи – это не проблема. Но, капитан-командор, если принять во внимание все эти аргументы, то, по-моему, это необитаемая земля, это не Камчатка. Корабль уже не спасти. Давайте. Ну а ты, тайная канцелярия, небось выяснил причину навета? Я тебе, шельму, знаю, кровопийц ты. А он таким образом хотел избавиться от матросской работы. Знал, что попадет ко мне. А по реям лазить боялся. Сорвется и в море. Почти лишился ума человек. Что, Федор, хранишь ты все-таки слово и дело? Молодец. Хорошо служишь Ее Величеству. Только не на кого будет тебе там на суде все сказать. Помру я, но как помру, людям секрет расскажи. Обещаешь? Раскуй его. Отменяю приказ. Зверь! Зверь! Морской зверь! Мясо!
О, что принес Савушка? Котик морской сварил. Жирновато, но ничего, матросы едят. Стеллер тебе траву принес. Какую траву? Целебную. Сам жевал, видишь? Ага. Крови на зубах нет. Ну как, Савушка, что говорят? Должен я сказать тебе, любезный командор мой, про свою вину и преступление. Какая вина? Какое преступление? Кого здесь можно обидеть? Сказал я непристойным образом, и тебя не спросил, что будем мы корабль ломать, а новый строить. Глупый ты человек, Савушка. Никогда из тебя пятницы не видит. Корабль казенный, и трогать его нельзя. Прикажи вынести меня. Нельзя тебе. Прикажи. Дай мне на мир посмотреть. Храни вас Бог! Храни вас Бог, друзья мои! Так ты говоришь, земля гудела? Жуть как гудела. Вулканическая. Это земля. Так вот я решил по глупому своему разумению и без разрешения. Ну на, руби мою голову или в воду бросай. Продольные пилы у нас были. Мачты снял. Твоим именем приказал мачты на доски пилить, а из тех досок струк делать. Да как же ты посмел? Казачьей кровью, командор, сметь приходится. Ведь пропадать не хочется. А ты корабль когда-нибудь строил? Избы строил, Витя Иванович. А как корабль строит, видел. Да как же ты посмел, Сава, против устава ломать корабль государя? Страшно было. Митя твоим именем подпись собирал, так боялись все. Винюсь, не надо было так делать. Но люди на море посмотрят, плачут, умирают, друг друга в песок закапывают. Я им говорю, Витовт Иванович из простых матросов. Сам по вантам бегал, канаты плел. Плел. Так я им и говорю, матросы, Витовт Иванович из простых моряков, а весь мир обошел. И велел строить, а я командовал. Сам придумал? Сам. Врешь? Вру. Овцин сказал. Сзывай всех. Буду благодарить и благословлять новый корабль и Митю. Товарищи мои, матросы и офицеры, бывшие мои подчиненные, бедствие нас сравняло. Приказываю вам
меня не откапывать из этой земли, покрывшей меня. Мне теплее так. И эту могилу я сам себе избираю. Приказание это запишите. В конце записи припишите, что ответственность за приказание на мне лежит, потому что я открыл этот остров. И значит, один им управляю. Я подпишу бумагу. Товарищи матросы, и вы, господа офицеры, уходите для того, чтобы обеспечить себе дневное пропитание. А ты, Стеллар, приблизься. Разверни Библию на книге о страданиях Иова. Прочти мне. Но, может быть, я до конца не услышу. Как не из праха выходит горе, так не из земли вырастает беда. Прочитай про искру. Человек рождается для страданий, чтобы, как искра сгорая, устремляться ввысь. Прощай, Стеллар. Ты хороший ботаник и друг. Дмитрий, положил ты на карту наш остров. Так, мам, положил. Солнце сегодня хорошее. Сбереги эту карту. И это. Прощай, Дмитрий. Я хочу тебе сказать свою последнюю волю. А вы, датский, не забыли? Men mennesket fødes til mor. Læsom Yllands. Ligesom ildens gnister flyver хоть и вверх. Человек рождается на страдание. Человек рождается на страдание, как искра, чтобы, сгорая, устремляться вверх. Библию командору читал перед смертью Стеллар. С этими словами умер на острове ваш отец. Никогда я не видел командора таким молодым.
Долго был с ним нить. Год. До самой смерти. Умирал на твоих руках. И хоронили без гроба. Нет, нет, там нашли какую-то доску, вот он сам строгал. Умирал командор. Плакал. Благодарил вас, просил простить его. Передай ей. Пусть дети мои станут моряками русского флага. Пусть она отведет их к Чирикову. Он научит их морскому делу. Если сам вернется. Если же нет, пусть найдет другого милостивца. Я так и знала, что ты не с добрым словом пришел ко мне. Так мне сказал. Помнишь, Митя, эту комнату 20 лет назад? Вино пили, танцевали. Приходили молодые господа, офицеры. Танцевал тут господин Шелюскин. Очень красивый человек. И братья Лаптевы приходили с женами. Красавцы. Трончичев все станцевал. Иногда даже Витовт танцевал с топором. Показывал, как они танцевали у берегов Ост-Индии. За Мадагаскар! Где они сейчас, эти господа? Имена их на картах. Челюскин. Самый северный мыс. А сам он мертв. Трончичев погиб. Вместе с женой похоронены. Их именем бухты названы. Пропали братья Лаптевы. На зимовке. А Беринг? Командор Витовт. Он море, пролив, острова. Острова. Чириков после того, как нас раскидало бурей, шел своим путем. И Америку на 2 дня раньше открыл. И мимо нашего острова прошел, нас не заметил. Ту готовальню, которой тебя государь-император одарил, ты получил? Не до того было. Жаль. Я забыл присмотреть. Сходи в кунсткамеру. Там государевы вещи лежат. Поклонись его памяти. Не узнаешь? Это бывшая государя-императора невеста и твоя подруга. Березовская ссыльная, монахиня. Ныне супруга генерала-аншефа Брюса. Мой друг Дмитрий Овцин, вернувшийся из большой экспедиции к берегам американским по нанесению на карту наших северных морских границ. Я об тебе слыхал от жены. Ты поступил с детской несдержанностью и рыцарской прямотой. И хоть так поступать и не надобно,
Я так не поступаю. Но тебя уважаю. Ваше императорское величество, разрешите представить вам лейтенанта Овцина Дмитрия Леонтьевича, выведшего команду с островов, ныне именуемых Командорскими. Ишь, как тебе щеку-то попортила. Ну что просишь, Овцин? Ваше императорское величество, разрешите просить о снятии начета с семьи Беринга А за что сделан начет? за раздачу шкур команде. Своевольно. Ваше императорское величество, сделано это в величайшем бедствии. Острова богатые, Котики водятся там бесценные, бобры, рыба. а хлебопашество? Хлеб не растет. Хлеб не растет. Но для себя чего просишь? Службы, Ваше Величество. Хорошо сказано. Вставай. Пытан, Пытан, Ваше Величество. бумага о твоем представлении целый год лежала у меня на столе. Но мне так трудно жить. Столько дел. Считай свое старшинство с тех пор, как Беринг тебя представил. Пускай про Беринга напишут. На мое имя. Ну а теперь ступайте, танцуйте. Это вам не Командорские острова. Митька. Алексей. Я опять опоздал. Иди. Иди к нему. Я подожду. Я, Дмитрий Овцин, обещаюсь всемогущим Богом верно служить Его Величеству Петру Великому, императору и самодержцу всероссийскому, и должен везде и во всяких случаях интерес Его Величества и государства престерегать и все прочее, что к пользе Его Величества и Его государства чинить по доброй христианской совести, без обману и лукавства, как доброму, честному и верному человеку надлежит, как должен ответ дать в день судный. Как должен ответ дать в день судный.